Уважаемые друзья, всем доброго дня. Меня зовут Владимир, я занимаюсь разработкой торговых роботов для терминалов MetaTrader уже больше 15 лет. Этот видеообзор посвящен торговой стратегии VR Smart Grid. Для тех, кто смотрит первый раз и первый раз слышит название этого торгового робота, хочу буквально пару слов рассказать вообще об истории этого торгового робота. Первая версия была опубликована в 2018 году. Затем я его многократно обновлял, и последнее обновление было в 2022 году. Сейчас вот я выпускаю обновление 2025 года. Этот торговый робот в момент, когда был опубликован, очень много обсуждался на иностранных форумах. Было огромное количество предложений, было очень много сделано к нему модификаций, и этот робот, я не знаю, как подобрать правильно слова, он стал как одним из образцов торговых роботов, которые работают с добавлением позиций по тренду и против тренда. Этот робот отличается от других торговых стратегий тем, что он умеет закрывать позиции не целиком, а частично. Вот за последние 10 лет я не видел торговых роботов, которые могут применять эти алгоритмы и похожие алгоритмы частичного закрытия позиций. В этом видео я по порядку пройдусь по всем моментам, объясню, и вы поймете, почему этот робот вызвал большие обсуждения, предложения, споры и многое-многое другое. Итак, давайте потихонечку будем разбираться с торговым роботом в Smart Grid. Я буду идти по настройкам и объяснять, как они работают. Надеюсь, к концу этого обзора у вас сложится картинка полная возможностей этого торгового робота. Я говорю торгового робота, но на самом деле это огромный, мощный комплекс по работе с позициями, способный торговать не только автоматически, но и помогать трейдерам разруливать какие-то сложные ситуации на торговом счете. Данная версия 25 и выше способна работать с любыми финансовыми инструментами, будь то валюты, криптовалюты, металлы. Я это все проверил, оттестировал и сделал настройки такие, чтобы торговый робот мог работать абсолютно с любыми финансовыми инструментами. Давайте я буквально на минутку запущу тест, чтобы вы посмотрели примерный принцип работы. Конечно, вы сейчас можете смотреть и сказать ничего особенного, там большинство торговых сетей, торговых роботов работают примерно по такому же принципу, и чтобы понять, чем отличается этот торговый робот от всех остальных, нужно углубиться в его алгоритмы, посмотреть, потестировать, погонять, желательно на учебном демонстрационном счете, и тогда у вас сложится полная картинка. Также, когда вы будете смотреть другие торговые роботы, вы будете сравнивать и будете понимать, что сложнее, что сильнее и что мощнее и что лучше подойдет под ваш стиль торговли. Итак, я специально нажал на паузу, чтобы обратить ваше внимание. Смотрите, у нас закрылись 4 позиции на покупку, при этом 3 позиции остались в рынке. Видите, линия о том, что 4 позиции на покупку были закрыты, но при этом они остались. Вот именно этот момент и есть уникальная технология, уникальный алгоритм Smart Grid. Здесь суть в чем? Самая верхняя позиция была закрыта полностью, а остальные позиции были надкусаны. То есть вот эта позиция была большим объемом, это тоже большим, и эта позиция последняя, она тоже была большим объемом. И вот в этом моменте, когда было закрытие позиции по средней цене с профитом, были закрыты позиции не все, а только частями. И были они закрыты за счет последней позиции на покупку. Именно благодаря вот этой позиции все остальные позиции были закрыты частично. И остались в рынке вот их небольшие части. Зачем это делается? Для того, чтобы средняя цена была как можно ближе к текущей цене. Это позволяет на небольших колебаниях цены финансового инструмента закрывать части других позиций.
Получается, что торговый робот частями быстро закрывает позиции, которые висят в рынке. Это основной принцип работы, и работает это именно с виртуальной частью сети. Итак, давайте еще буквально минутку посмотрим, как это все будет дальше работать. Все, те позиции на покупку были полностью закрыты. К сожалению, тестер стратегий даже терминала MetaTrader 5 не всегда вовремя и правильно отрисовывает позиции, которые были закрыты. Мы стартовали с $500, в тестере стратегии уже показывает 805. Все, уважаемые друзья, данного торгового робота вы сможете скачать, протестировать, погонять и разобраться с ним сами. На текущий момент, на 16 февраля 2025 года, торговый робот еще недоступен для скачивания. Планируется его публикация с 17-18 февраля. Я еще доделываю описание, настройки, пишу, создаю вот это видеообзор и все разом выложу, как весь материал будет готов для того, чтобы вы могли полностью все изучить и не ждать, когда я создам какие-то дополнительные материалы, которые будут объяснять работу торговой стратегии. Давайте пойдем теперь по настройкам торгового робота. Видите, до момента записи видео я тут делал тесты, тестировал робота на золоте. Итак, все настройки разделены по группам для расчета лота, дистанции, усреднения, типа торговли, сигналов и прочего. Каждая группа помечена римской цифрой 1, 2, 3, 4, 5, 6 и таких всего 10 групп. Это торговый робот обладает большим количеством настроек, которые влияют на торговлю самого робота. То есть робота можно настроить плавно под агрессивную торговлю, под, как-то сказать, не под агрессивную торговлю, под плавную, то есть под любые нужды. Итак, расчет лота. В предыдущей версии было всего два типа расчета лота. Это был стандартный лот, когда трейдер указывает лот по принципу 0.01 лота, 0.02, 0.03 и так далее. Новая версия поддерживает лоты с тремя знаками. Предыдущая версия такого долго не могла поддерживать. То есть фиксированный лот. Fixed лот — это стандартный лот, к которому мы привыкли. Затем процентный лот. Процентный лот вы указываете процент от депозита. Например, 1%. Если у вас депозит $1000, 1% это будет $10. Торговый робот рассчитает лот, исходя из $10, и таким лотом будет работать. Соответственно, когда баланс будет увеличиваться $1000, $2000, $3000, лот будет также сам автоматически увеличиваться. Следующий момент. Следующий расчет — это в зависимости от баланса выделенного. Минимальный лот у текущего брокера 0.01. Депозит $500. И я хочу, чтобы на каждые $100 выделялся 0.01 лота. То есть я ставлю вот сумму на каждые $100 0.01. Если у меня $500, 500 делится на 100, получается 5. 5 умножается на 0.01, получается, что стартовый лот будет 0.05. То есть здесь идет расчет лота не от процента и не фиксированный, а от суммы депозита. Минимальный лот, умноженный на сумму, которую указал трейдер. То есть 100, баланс делим на 100 и умножаем на 0.01. Следующий момент. Тоже один из уникальных алгоритмов. Вы можете ввести последовательность лотов вручную. Вот как у меня показано в примере. То есть 0.01, затем ставим точку с запятой, потом, например, снова 0.01, потом 0.05, например, потом 0.0, перестарался, важно здесь не ошибаться, 0.06, потом 0.08, например, и вы можете для группы позиций задать расчет лотов вручную. Там снова 0.02. Важно, чтобы
точка с запятой в конце не стояла и в начале не стояла. Точка с запятой только разделяет объемы. Перед запуском нужно обязательно убедиться и проверить, что лоты разделены по образцу. То есть идет лот, затем точка с запятой, потом следующий лот, точка с запятой, без пробелов. Следующий момент. Тип калькуляции. Обращаю ваше внимание на то, что настройка ручного ввода лотов, она имеет высший приоритет. То есть, если вы здесь указали лоты, то все остальные настройки не работают. Потому что вы задали ручной алгоритм, все остальное не нужно. Затем, если у вас ручной алгоритм не задан, вы можете задать автоматический алгоритм расчета лотов. И здесь сохранились расчеты из предыдущих версий торгового робота. Стартовый лот. Лоты абсолютно не увеличиваются и не умножаются, как есть. Видите, у меня в примере показано 1, 1, 1, то есть никаких изменений нету. Следующий мартингейл лот. Вы можете использовать агрессивный мартингейл, где каждый новый объем увеличивается на 2. В примере показано 1, 2, 4, 8, 16. То есть каждый последующий увеличивается в 2 раза. Следующий тип расчета лота – FIBA-лот. FIBA-лот и рассчитывается по числам Фибоначчи. 1, 1, 2, то есть каждый следующий лот равен сумме двух предыдущих лотов. 1, 1, 2, 3 плюс 2, 5, 5 плюс 3, 8. То есть используется математический расчет FIBA. Затем следующий максимал и стартовый лот. То есть берется самый большой лот в сети и к нему прибавляется начальный лот, стартовый лот. Если стартовый лот 0,02, а максимальный 0,06, то к 0,06 будет прибавлен 0,02. Затем следующее. Сложение лотов самой верхней позиции и самой нижней. Если самая верхняя позиция имеет объем 0,03, а самая нижняя позиция имеет объем 0,15, будет сумма 0,15 плюс 0,3 и следующая позиция будет открыта лотом 0,18. Теперь следующий момент. Увеличение. Есть возможность дополнительно вклиниться в эти формулы и увеличить объемы расчета, либо уменьшить. То есть, смотрите, если мы берем 1, 2, 4, 8, 16 и, например, ставим увеличение в настройке на 2, то будет идти следующим образом. 1 умножается на 2 и еще раз умножается на 2. Получается 2 на 2, 4. Потом умножается на 4 и снова умножается на 2. Это сверхагрессивная настройка. Это для тех пользователей, которые знают и понимают, как работает торговая стратегия и знают, зачем это нужно. Теперь можно вот эту последовательность уменьшить, если мы будем вводить значение меньше единицы. Например, 0,5. Если мы 2 умножим на 0,5, мы получим 1. Если мы 1 умножим на 0,5, мы получим 0,5. И так далее. То есть эта настройка позволяет не только агрессивно еще модернизировать формулы автоматические на увеличение, но и на уменьшение. Дальше настройка максимальный лот на покупку. Эта настройка позволяет ограничить максимальные объемы в торговле. Следующий момент. Максимальные лоты для продажи. Настройка позволяет ограничить максимальные объемы для позиций на покупку, чтобы не разрастались объемы. Вы можете выбирать любой тип расчета и ограничить эти объемы заданным числом. Обращаю ваше внимание, пользователей, те, кто уже давно работает торговым роботом, что в предыдущих версиях часть настроек была скрыта от оптимизации.
То есть их невозможно было оптимизировать. В этой версии я снял все запреты, и вы можете оптимизировать абсолютно любые настройки. Обязательно почитайте описание на ресурсе, где вы скачиваете данного торгового робота, и посмотрите, какие настройки есть смысл оптимизировать, а какие нет смысла оптимизировать, чтобы не раздувать время оптимизатора. Так, это то, что касается торговых объемов, калькуляции торговых объемов. Следующий, второй пункт, это пункт расчета дистанции между позициями. И в отличие от предыдущей версии, в новой версии я добавил несколько вариантов. Points, то есть это точки, пункты, классический вариант, как было в предыдущем торговой стратегии, в предыдущих версиях. Ничего особо уникального тут нету, вы указываете количество пунктов, и через заданное количество пунктов торговый робот открывает позиции. Важен момент учесть, что вот есть еще следующая настройка, время. Здесь вы можете указать торговлю по новому бару, и тогда будет работать следующим образом. Дистанция должна быть учтена, то есть цена должна пройти заданное количество пунктов, и должен появиться новый бар, который вы выбрали, период, вот, например, там часовой вы выбрали, и на часовом таймфрейме должен появиться новый бар. Функция выбора нового бара влияет только на вход позиции. На расчеты калькуляторов, сигналов и прочего данная настройка не влияет. Индикаторы, дистанции и прочее рассчитываются относительно того периода, на который установлен торговый робот. Идем дальше. Следующее. ATR Modified. Эта функция, этот метод позволяет рассчитать среднее значение движений за указанный период времени. То есть, например, именно по индикатору ATR. И кто не знает, у меня есть индикатор ATR, который очень хорошо показывает разворотные точки. Например, мы здесь указали 30 периодов. 30 периодов от цены открытия периода до хая высчитывается среднее значение, и это является дистанцией для продаж. От цены открытия до low высчитывается среднее значение, и это является ценой для покупки. Это автоматический расчет, и он абсолютно разный для покупок и для продаж. В настройке Валуя мы указываем количество периодов для расчета среднего ATR. Следующий, процентный. Здесь нужно указать процент роста цены от последней позиции. На каких-то финансовых инструментах это может быть 0,25. На каких-то финансовых инструментах это может быть 0,30. На дешевых финансовых инструментах эти параметры могут достигать даже 15% или 3-4%. Здесь вы указываете именно процент роста или падения цены относительно последней открытой позиции. Следующий пункт. Bollinger Bands. Здесь, я думаю, все догадываются и понимают. Дистанция считается как разность между верхней линией Боллинджера и нижней линией Боллинджера. Верхняя минус нижняя, получаем дистанцию. В настройке Валуя мы можем указать период расчета индикатора Боллинджер, то есть, например, 21 период. Далее, Дончан. Это разность между линиями Дончана, верхней и нижней. Канал Дончана один из самых лучших каналов для торговли на финансовых рынках. Он строится по фактическим максимумам и минимумам за указанный период. Именно разница между верхней и нижней линией дает очень неплохие показатели по работе торгового робота. В настройке Валуя мы можем указать количество периодов для расчета индикатора Дончана. Следующий вариант – это среднее значение баров. Указывается количество баров, например, 50. Торговый робот берет 50 баров, берет их цены high минус low, складывает и делит на 50. Таким образом мы получаем средний размер бара. Это позволяет в период колебаний цен вычислить средний размер бара. То есть если были большие бары,
то эта дистанция увеличится. Если бары были маленькие, небольшого размера, эта дистанция уменьшится. Таким образом, дистанция будет постоянно корректироваться автоматически. Следующая настройка степ увеличения. В зависимости от количества позиций вы можете увеличивать рассчитанную дистанцию на указанное количество пунктов. Если у нас одна позиция и должна открыться вторая, рассчиталась дистанция 100 пунктов, то к 100 пунктов будет добавлено 10, потому что идет одна позиция, добавляется. Это значение умножается на количество позиций в рынке. Если у нас 5 покупок, то соответственно к дистанции, рассчитанной в вышестоящих настройках, будет добавлено 5 умноженное на 10, еще 50 пунктов. Это позволяет увеличивать дистанцию между позициями. Следующий момент. Я сброшу по умолчанию. Следующий момент. Следующая настройка. Ручной ввод дистанции. Эта настройка имеет высший приоритет. И если вы здесь указали дистанцию, то все остальные настройки по дистанции прекращают работать и не имеют никакого значения. Дистанцию можно указывать абсолютно любую, главное знать значение разделять точкой с запятой. Пробелов не должно быть, точка с запятой не должна быть в конце и в начале. То есть вот как в моем примере и в примере настроек торгового робота. Тогда будет учитываться именно эта дистанция. В случае, если вы указали там, например, две дистанции, там, вот как сейчас в моем случае 200-200, а должна будет открыта третья позиция, всегда берется последняя указанная дистанция. То есть, если здесь будет 250, то для всех последующих открытых позиций будет браться именно 250. Это то, что касается настроек расчета дистанций. По поводу открытия нового бара я уже объяснил. Вы можете либо выключить, и тогда новый бар не будет учитываться. В случае, если вы установили, то обязательно будет учитываться открытие нового бара. Обращаю ваше внимание, что практика показала, что открывать торговые позиции прям ровно в 13:00, 18:00 не целесообразно. Поэтому при открытии новых позиций на новом баре идет смещение на несколько секунд, 3-5 секунд. Дело в том, что огромное количество торговых роботов работают по новому бару, и соответственно в 13:00, в 15:00 на сервера брокеров обрушиваются лавины торговых приказов. Тысячи торговых приказов приходят от торговых роботов. В эти моменты сервера очень сильно нагружаются и не всегда принимают торговые приказы. Поэтому в Smart Grid сделано смещение на несколько секунд, чтобы не попадать вот в этот аврал торговых приказов. Следующая настройка. Отключение работы торгового робота по времени. Если вы включаете эту настройку, вы должны указать время, час, минуты, секунды, когда торговый робот должен остановиться. Это настройка EAM Time, конец работы торгового робота. А следующая настройка — это время, когда торговый робот должен продолжить свою работу. Обращаю ваше внимание, что эта настройка влияет на открытие позиций. То есть, если вы установили время, что с 16:00 до 20:00 торговый робот не должен работать, не должен торговать, новые позиции открываться не будут. Но торговый робот продолжит контролировать, модифицировать, тралить те позиции, которые уже есть в рынке. Он их не оставит. Следующая настройка. Ограничения по спреду. Вы задаете спред, в пределах которого торговый робот должен работать. Если спред будет больше, чем вы задали, торговый робот ничего делать не будет. Следующая настройка. Тип торговых операций. Вы можете настроить торгового робота, чтобы он только покупал или только продавал, или покупал и продавал вместе. Первая настройка Buy and Sell. Одновременно торговый робот работает и на покупку, и на продажу. Как показала практика, и многие трейдеры, я уверен, подтвердят, что в некоторых ситуациях работа только на покупку намного
безопаснее, чем при торговле одновременно с покупкой и продажей. И на продажу отдельно, когда только идут продажи, тоже иногда бывает полезно, менее рискованно, будем говорить так. Если вы ставите buy only, то это только покупки. Sell only это только продажи. Следующая настройка buy smooth stop. Это плавная остановка торговли на покупку. Что подразумевает под собой плавная остановка? Если в рынке уже есть позиции на покупку, торговый робот продолжит выполнять свои алгоритмы и работать стандартно до тех пор, пока все покупки не будут закрыты. Как только все покупки закрываются, торговый робот больше покупки не совершает. Это плавная остановка на покупку. На продажу работает точно так же, только для позиций на продажу. В некоторых случаях, когда вам нужно, чтобы робот прекратил торговать на покупку, вы ставите Buy Smooth Stop, и торговый робот больше не покупает. Также и на продажу. Следующая настройка Buy and Sell Smooth Stop. Это сушка. То есть торговый робот плавно останавливает и покупки, и продажу. И когда позиции в рынке не остается, он больше не торгует. Он ждет, когда вы измените настройки. Последняя настройка. Контроль ручных позиций. При установке этой настройки торговый робот сам позиции не открывает. Если быть точнее, он не начинает свои циклы работы, он ждет позицию от трейдера. То есть трейдер открывает позицию ручками, делает все для этой позиции, затем трейдер устанавливает торгового робота, ставит контроль ручных позиций, и в случае, если цена у трейдера пошла не в его направлении, дальше включается торговый робот и выводит эту сделку в небольшую прибыль. То есть своими алгоритмами выводит эту сделку в небольшую прибыль и закрывает. Обращаю ваше внимание, что в случае, когда вы ставите контроль ручных сделок, Magic номер, параметр нужно поставить 0. Здесь вот об этом и написано. 0. Magic номер находится вот настройка, одна из последних. Здесь для контроля ручных позиций здесь нужно поставить 0. В случае, если вы хотите, чтобы Smart Grid разруливал позиции других торговых роботов с другими мейджиками, можно поставить -1. В такой ситуации торговая стратегия будет контролировать абсолютно все позиции на конкретном финансовом инструменте, открытые трейдером, роботом и прочими механизмами, скриптами, например. Если поставить здесь 0, торговый робот будет отслеживать только ручные позиции, которые трейдер открыл руками. Если здесь задать какой-то Magic номер, как в моем случае 227, то торговый робот будет работать только со своими ручными позициями. Итак, вернемся дальше. Мы разобрались с типами торговых приказов. Следующий момент. Максимальное количество позиций на покупку. Можно ограничить торгового робота, например, чтобы он не открывал больше 3 позиций на покупку или, например, не больше 5 позиций на продажу. Делается это вот в настройках. Максимальное количество позиций на покупку и максимальное количество позиций на продажу. Следующее. Раздел номер 5. Этот раздел отвечает за управление money management, будем говорить так. В случае, если вы хотите, чтобы торговый робот закрыл все позиции при достижении какого-то профита в валюте депозита, вы ставите эту сумму, например, $50. То есть, как только сумма профита открытых позиций на финансовом инструменте будет равна 50 или больше, торговый робот закроет все позиции. И дальше следующий момент. В зависимости от того, что выбрано в следующей настройке, будет либо полная остановка торгового робота, либо торговый робот заново начнет работать. Это выбирается во второй. Вот первое, закрыть все позиции и остановить торговлю. Следующая настройка, закрыть все позиции и продолжить торговлю.
Также здесь, обратите внимание, я указал плюс 50, ну просто 50, положительное значение, значит будет закрыто при профите. А если я, например, укажу минус 150, то в таком случае торговый робот закроет все, если будет убыток минус 150 долларов. И опять же таки, в зависимости от того, какая настройка выбрана в следующей настройке, будет либо полностью остановлена работа торгового робота, либо торговый робот возобновит торговлю с самого начала. Движемся дальше. Следующий, 6 раздел. Тип усреднения пересчета позиций. Данный торговый робот обладает 8 типами усреднений позиций. Каждый тип отличается от другого. Все они абсолютно разные. И есть уникальные типы расчетов. Прошу прощения, очень трудно говорить 30 минут подряд без остановки. Здесь заложены те же самые механизмы, которые были и в предыдущих версиях торгового робота. Важным моментом является то, что я провел более качественный анализ кода и оптимизировал эти моменты, и теперь эти функции работают более качественно. Во-первых, пересчитывается своп, пересчитываются комиссии, тройные свопы пересчитываются, и торговый робот своевременно изменяет take профиты. Итак, первое. All Position Real Take Profit. При выборе этой настройки все позиции по типу, то есть либо Buy, либо Sell, получат общий Take Profit и будут ликвидированы при достижении ценой заданного Take Profit. Следующее. Две позиции. Реальный Take Profit. В этом случае берется самая верхняя позиция, например, на покупку, и самая нижняя позиция на покупку. Высчитывается их средняя цена, и эти две позиции закрываются по take profit с указанной прибылью. Прибыль указывается дальше. Этот алгоритм позволяет тоже очень быстро сокращать сеть, потому что при расчете средней цены не берутся другие позиции, а берется только верхняя, самая далекая, и самая нижняя. В результате take profit получается максимально близок к текущей цене, что позволяет очень быстро по одной позиции сверху вниз закрывать и полностью ликвидировать сеть, которая растет против тренда. Следующее. Две позиции с наибольшим объемом. У нас, например, есть сеть buy, нижний buy имеет лот 0.8, а предыдущий buy имеет лот 0.4. Берется в расчет только последние два бая с наибольшими объемами, для того, чтобы максимально быстро сокращать позиции с большими объемами в рынке. Теперь следующее. Smart Choice Real Take Profit. Умный выбор. Эта настройка работает по следующему алгоритму. Она рассчитывает предыдущие три настройки, все позиции, две позиции верхняя, нижняя, две позиции последние, и смотрит, у какой формулы средняя цена ближе к текущей рыночной цене. И выбирает именно эту формулу, и именно по этой формуле восстанавливает take profit. То есть это такой вот анализ. Соответственно, берется самая ближайшая цена, и часть позиций очень быстренько закрывается. Это умный выбор. Теперь следующее. Следующее идет, обратите ваше внимание, реальный take profit, а уже следующий идет виртуальный take profit. Дело в том, что в MetaTrader нельзя установить реальные take profit в тех ситуациях, когда нужно закрыть часть позиций, какую-то часть позиции. Это можно сделать только с помощью виртуальных команд, виртуальных уровней. И вот следующие алгоритмы, они идут уже виртуальные. И вот как раз таки виртуальные алгоритмы позволяют закрывать части позиций. Какую часть закрыть от позиции мы указываем в следующей настройке. Вот у меня указано 40. Это значит 40% закрыть от всех позиций, кроме последней.
Последняя позиция всегда закрывается полностью. Благодаря этому и получается эффект, такой эффект, как сгрызание, как все позиции, как тают в рынке. Вот как в начале видео я вам показывал, что вроде бы закрыты позиции, но они остались. Это потому что их надгрызают кусками, частями их закрывают. Принцип такой же. Все позиции берутся, и от всех позиций, кроме последней, закрывается 40%. Две позиции, самая верхняя, самая нижняя, и тогда 40% будут закрываться от самой верхней позиции. И две позиции самым большим объемом. И 40% будут закрываться от максимальной позиции, от минимальной по объему позиции. Smart Choice, Smart выбор. Здесь точно так же работает, как и в предыдущей, как и при реальном расчете. Рассчитывается самая наиближайшая цена к текущей цене и применяется для закрытия. Это позволяет максимально быстро. Эти инструменты максимально быстро закрывают позиции в рынке. Чтобы посмотреть, это надо поставить на учебный счет и посмотреть, как это работает. Следующий момент. Не использовать усреднение. Эта настройка отключает усреднение. И вы, может быть, зададитесь вопросом, а зачем, что тогда делать с такими позициями? В некоторых случаях можно отключать усреднение и устанавливать трейлинг стоп. У вас есть позиция buy 0.01, 0.02, 0.04, и вы знаете, и понимаете, и видите, что цена будет расти. Какой смысл закрывать вот эти 0.7 объема, если их можно хорошо протралить и на этом получить какую-то дополнительную прибыль? Соответственно, отключение усреднения позволит и включение трейлинг стопа позволит собрать весь объем 0.07 и получить от этого дополнительную выгоду. Следующая настройка — минимальный профит. Когда происходит алгоритм усреднения расчета средней цены, он всегда считает в ноль. То есть ту цену, при которой все позиции будут закрыты в ноль. Так вот, данная настройка позволяет закрыть не в ноль, а еще добавить какое-то количество пунктов для получения прибыли. То есть, если у нас в рынке в сумме 0.07 лота, то мы получим 25 пунктов прибыли 0.07 лота. Следующее. Трейлинг стоп по тренду. По тренду считается, когда текущая цена выше самой верхней позиции на покупку, а против тренда уже считается, когда текущая цена ниже самой верхней позиции на покупку. То есть торговый робот ориентируется тренд-не тренд относительно самой верхней позиции на покупку. Для продажи правила действуют наоборот. И вот в отличие от предыдущей версии торгового робота Smart Grid, в этой версии я уже добавил динамический трейлинг стоп. Для тех трейдеров, которые уже используют торговую стратегию Where Lollipop, они видели, как работает динамический трейлинг стоп. И вот этот трейлинг стоп — это довольно-таки интересное, плавное передвижение стоп-лосса я добавил в новую версию Smart Grid. Классический трейлинг стоп работает по классической формуле. Мы ставим количество пунктов, и на этом количестве пунктов от текущей цены стоп-лосс перемещается вслед за ценой. Для количества пунктов указывается в настройке потенциал trade size, количество пунктов. Здесь ставим количество пунктов для классического трейлинг стопа. В случае, если вы выбираете динамический трейлинг стоп, тогда нужно переместиться на график, выбрать несколько периодов, самый большой тренд. Ну вот, например, на золоте сейчас у меня показывает 12 500 пунктов. И указать вот размер потенциального тренда 12 500 пунктов. Динамический трейлинг стоп использует сложную процентную формулу. Торговый алгоритм отслеживает процент изменения текущей цены от цены открытия позиции, рассчитывает количество пунктов от потенциального тренда и перемещает стоп-лосс вслед за текущей ценой. Стоп-лосс, трейлинг стоп, работает очень плавно. Это позволяет позициям держаться в рынке очень долго и, грубо говоря, каждый день добавлять профита к трейлинг стопу 5, 10, 15, 20 пунктов в зависимости от движения цены.
В некоторых случаях, когда вы, например, указали 12 тысяч пунктов, потенциальный тренд, который вы хотите собрать трейлинг стопом, который может произойти на финансовом инструменте, когда действительно ваш прогноз оправдывается и цена, например, сильно-сильно растет, то и вы понимаете, что тренд больше, чем 12 тысяч пунктов, тренд может быть там на 20, на 30 тысяч пунктов, зависит от финансового инструмента. На некоторых финансовых инструментах тренд может быть и 1000 пунктов, поэтому здесь нужно подстраивать под каждый финансовый инструмент. Вы можете ограничить динамический трейлинг стоп, например, взять 90%. Что это значит? Это значит, когда трейлинг стоп уже будет подходить к текущей цене, он все равно не будет подходить прям вплотную к текущей цене. Он будет держаться на некой дистанции. Это сделано для того, чтобы небольшие откаты, которые бывают в процессе тренда, корректировки, флеты, чтобы они не выбили позицию по стоп-лоссу раньше времени. Чтобы позиция жила как можно дольше и как можно дольше приносила положительный эффект. И следующий вариант — это мануал, ручной трейлинг стоп. В этом случае трейлинг стоп передается трейдеру. Робот никак не влияет на стоп-лосс, и функция трейлинг стопа, передвижение стоп-лосса ложится на плечи трейдера. Трейдер сам принимает решение, куда и как передвинуть стоп-лосс вручную. Для позиций против тренда все работает точно так же, те же самые алгоритмы трейлинг стопа. Частенько бывает ситуация, когда мы ждем роста, а цена немножко откатывает, и торговый робот набирает позиции. Мы можем отключить средние цены и поставить трейлинг стоп, там тот же динамический трейлинг стоп, и когда цена начинает рост, мы собираем больше прибыли с большего объема. То есть тралить можно и позиции те, которые идут против тренда. Например, вот смотрите, сейчас у меня на графике есть ситуация, когда у нас было движение вниз, а потом пошел боковик, флэт, коррекция. В случае, если бы мы установили трейлинг стоп против тренда, то есть тогда бы позиция с самым большим объемом открывалась бы в этой части, и мы бы ее несколько раз тралили, и таким образом бы тралили и зарабатывали с позиции с большого объема. То есть зависит, конечно же, от настроек. Следующий момент был перенесен также из предыдущих версий торгового робота. Это сигналы. Smart Grid может работать не просто открывать позиции по рынку. Вы можете указать индикатор, который будет давать сигнал на открытие позиции. Это может быть индикатор CCI, тогда мы устанавливаем период CCI в следующей настройке. Это может быть индикатор канала Дончана на пробитие, то есть если цена растет, пробивается верхняя линия, считается, что начался тренд на рост, и торговый робот торгует на рост. Указывается период следующей настройки. Затем пересечение двух скользящих средних. И когда скользящие пересеклись, торговый робот либо покупает, либо продает. Пересеклись вверх, торговый робот покупает. Пересеклись вниз, торговый робот продает. Теперь следующий момент. Для первой скользящей средней быстрый период указывается в первой настройке. Для второй скользящей средней период указывается во второй настройке. Также я в данном торговом роботе реализовал механизм подключения сторонних индикаторов. Для этого нужно уметь немножко программировать. Большинство торговых роботов они не могут получать сигналы извне. В Smart Grid я эту возможность реализовал. В текстовой инструкции есть описание, как это сделать. Глобальная переменная с определенным названием. В случае получения значения 1 покупает, минус 1 продает. Для этого лучше почитать описание настроек торгового робота на том ресурсе, где вы сейчас смотрите данный видеоматериал или где вы нашли данного торгового робота, данное описание. Следующие настройки позволяют отобразить информационную панель, либо ее скрыть, задать размер информационной панели
Следующее. Установить, отправлять уведомления на смартфон. Здесь включаете, включить можно вот выбрать. Тогда на ваш смартфон, на терминал MetaTrader 5 будет приходить уведомление. Но для этого надо настроить смартфон и терминал MetaTrader. В смартфоне вы открываете терминал MetaTrader, идете там в push уведомления, и там будет идентификатор. В терминале MetaTrader вы идете в настройки, затем Notification, и вот здесь вот вы указываете как раз таки вот этот номер для того, чтобы получать уведомления на смартфон. Если вы этого не сделаете, то уведомления на смартфон приходить не будут. Также посмотрите, в текстовом описании будут ссылки на инструкции, как это настроить. Уведомления в самом терминале. Это обычный стандартный алерт в терминале MetaTrader. Окошко, которое звенит и появляется. Следующее. Уведомление на почту. Smart Grid может отправлять уведомления на почту. При этом в этой версии очень сильно переделаны уведомления. Они отправляются при изменении торговых ситуаций, изменения позиций. Как только какая-то позиция была изменена, отправляется уведомление. То есть такая-то позиция получила take profit. Или вот эти позиции были закрыты. То есть такие вот уведомления отправляются на все средства связи. Также по просьбам огромному количеству трейдеров я добавил уведомления в телеграм-канал. Для этого нужно указать имя телеграм-канала, не то, как его обозвал администратор, а имя в системе Telegram. Вот это собачка, там Telegram, собачка, там какое-то имя. И нужно создать бота в Telegram и подключить сюда, указать его секретный ключ. Потому что в Телеграме, я думаю, знаете вы или нет, отправлять сообщения могут только боты в каналы автоматические. Соответственно, нужен бот, подключаем, создаем бота, вводим токен и имя канала. Бота в канале нужно сделать администратором, и тогда он будет от Smart Grid получать сигнал, этот бот, и передавать в ваш канал. Инструкция тоже будет в описании к данному торговому роботу. В случае, если вдруг по какой-то причине вы нашли торгового робота на каком-то неизвестном интернет-ресурсе и нет этих описаний, вы можете написать под этим видео, и я вам дам ссылки на инструкции, как создать бота, как создать канал, как получать уведомления. Все это делается, это очень просто, никаких там сложностей, заумностей, ничего нету, это все сделано по-людски и для людей, там все простенько делается, никаких сложных моментов нету. Следующий момент, Magic номер, я его уже объяснил, я о нем рассказал, позволяет торговому роботу отличить свои позиции от позиций других торговых роботов, либо от позиций, открытых трейдером вручную. Либо подхватить позиции других роботов, либо подхватить позиции трейдера, который трейдер открыл вручную, и дальше с ними работать. Следующий момент — это проскальзывание, то есть позволяет минимизировать вероятность получения реквоты. Проскальзывание — это количество пунктов, в пределах которых брокеру разрешено принять торговый приказ от брокера. И последний пункт — это комментарий к позиции. Если вы комментарий к позиции оставите пустыми, то торговый робот будет писать свое название. Вы можете по специальной маске, вот как это было, задать комментарий из 3 параметров. Например, имя эксперта, Magic номер, там баланс, тип позиции, баланс до открытия позиции. То есть список всех масок есть в инструкции к торговому роботу. Так, уважаемые друзья, и последнее, что я хочу вам объяснить. Как установить торгового робота на график в терминале MetaTrader. В зависимости от того, с какого ресурса вы его скачиваете, если вы скачиваете с маркета MQL5 или из самого терминала, торговый робот появится у вас в папке Market. У меня сейчас этой папки здесь нету, но вот здесь в навигаторе появится папка Market, и вы
из этой папки перемещаете, это не эта папка, там другая должна быть, и вы из этой папки перемещаете торгового робота напрямую на график. Вот смотрите, как я это делаю. Беру, перетягиваю на график и отпускаю. Здесь важно разрешить роботу торговлю, и в следующей вкладке вверху у вас будут настройки, вот о которых мы сейчас почти час разговаривали и о которых я вам описывал и рассказывал полностью вот это все. Затем нажимаете ОК, и торговый робот отображается на графике. Информационная панель отображает имя торгового робота, его версию, дополнительные кнопки, которые позволяют скрыть информационную панель или показать настройки, текущие настройки торгового робота. То есть все, что вы в настройках указали, вы можете вот так вот вывести и смотреть. Либо в случае, если вы хотите поделиться своими настройками, вы их отображаете, делаете скриншот и отправляете своему другу, товарищу. Далее. По столбцам показывается следующий объем на открытие позиции, на покупку, на продажу, следующий шаг, через сколько будет открыта позиция, количество позиций, текущий профит по позициям и общий профит. Также показывается профит за сегодня, вчера, неделю, месяц и общий профит работы торгового робота с конкретно указанным Magic номером. Если вы измените Magic номер, соответственно, торговый робот забудет про предыдущие позиции и будет работать, как будто ничего и не было. Следующая просадка, текущая просадка и максимальная просадка на торговом счете с данным торговым роботом. Также торговый робот показывает время сервера брокера и цены ASK и BIT на текущем финансовом инструменте. Так, уважаемые друзья, я рассказал абсолютно все в таком экспресс-режиме. Будет выпущено еще несколько видеоматериалов по работе данного торгового робота. На сегодняшний день, на 16.02, робот еще не опубликован. Этот видеообзор я готовлю, чтобы весь материал опубликовать вместе и сразу, чтобы у всех все было под рукой. Уважаемые друзья, настоятельно рекомендую тестировать торгового робота на учебных демонстрационных счетах для того, чтобы видеть и понимать, как работают данные алгоритмы. Разобравшись с этими алгоритмами, вы сможете впоследствии устранять свои ошибки своей ручной торговли, ошибки торговли других торговых роботов, и хорошо поняв и разобравшись с алгоритмом, вы можете своевременно контролировать и корректировать настройки торгового робота Smart Grid для извлечения профита на финансовых рынках. Благодарю вас за внимание. Вопросы можно задавать под данным видео, также на ресурсах, посвященным данному торговому роботу. Благодарю вас за внимание, берегите себя и своих близких.